21 декабря 2025 года BTS в очередной раз создали момент, который не только принес радость ARMY, но и продемонстрировал крепкую эмоциональную связь между участниками группы. В ходе прямой трансляции на Weverse все 7 участников собрались в теплой и непринужденной атмосфере. Однако эта трансляция была не просто новогодним поздравлением для фанатов. За смехом и легкими разговорами скрывалось особое событие, произошедшее гораздо раньше, чем ожидалось – день рождения Ким Тэхёна, также известного как V из BTS. Настоящий день рождения Тэхёна приходится на 30 декабря. Однако участники решили отметить его заранее. Это решение стало явным свидетельством того, насколько Тэхёна помнят и ценят участники группы. Раннее празднование его дня рождения имело глубокий смысл. В условиях напряженного графика и личных обязательств моменты единения становятся невероятно ценными. BTS показали, что даты – это всего лишь цифры, а искренность и подлинная забота имеют гораздо большее значение. Во время трансляции Тэхён выглядел одновременно удивленным и глубоко тронутым. Он не ожидал, что его день рождения будет отмечаться так скоро. Участники группы даже открыто попросили ARMY помолиться за Тэхёна в его предстоящий день рождения – простой, но трогательный жест. Это еще раз показало, как BTS всегда включают своих поклонников в личные моменты, словно ARMY – часть одной большой семьи. Затем разговор плавно перешел в непринужденное русло, наполненное смехом и вспыхнувшими старыми историями. Джин привлек внимание, поделившись забавным воспоминанием из юности Тэхёна. Он вспомнил случай, когда Тэхён купил вещь, которая ему очень понравилась, хотя и довольно дорогую. В то время Тэхён был очень уверен в своем выборе, несмотря на предупреждение старшего брата не покупать ее. Однако, когда они пришли домой и он примерил ее, оказалось, что она немного тесновата. Эта простая история сразу же вызвала смех. Тэхён отреагировал вялым протестом, спросив, почему до сих пор рассказывает историю 15-летней давности. Джей Хоуп небрежно ответил, что поделился этим просто потому, что это было смешно. Взаимодействие выглядело невероятно естественным, демонстрируя, как BTS никогда не теряли чувство семьи, несмотря на долгий путь, который они прошли вместе. Химия между участниками стала еще более очевидной, когда разговор перешел к жизни Тэхёна во время его военной службы. Тэхён рассказал, что ему приходилось писать много статей и отчетов. Он признался, что часто занимался писательством, что косвенно повлияло на его образ мышления. Джей Хоуп добавил, что он тоже много пишет, в то время как другие участники не создают столько письменных работ. Разговор оставался непринужденным, но при этом позволил увидеть, как каждый участник развивается по-своему. В то же время Тэхён также показал свою задумчивую сторону. Он поделился, что теперь понимает, почему ARMY постоянно просят альбомы. Заявление звучало искренне и с сочувствием, как будто Тэхён действительно поставил себя на место фанатов. Он не просто выслушивает их просьбы, он понимает чувства ARMY, которые жаждут новых работ от BTS. Затем Сакджин выступил в роли заботливого Хёна. Он упомянул, что Тэхён в последнее время очень много работает и берет на себя множество обязанностей. Его слова были не просто похвалой, а признанием усилий Тэхёна за кулисами. Услышав это, Тэхён скромно сказал, что делает все возможное от имени участников, чтобы дать ARMY что-то значимое. Он хочет убедиться, что каждое его усилие имеет ценность для фанатов. Затем участники коллективно поблагодарили Тэхёна. Этот момент был трогательным, несмотря на шутки. Тэхён ответил улыбкой, сказав, что при необходимости он мог бы работать еще усерднее. Эта фраза отражала преданность и чувство ответственности, которые он всегда демонстрировал как часть BTS. Во время прямого эфира также проявилась еще одна редко встречающаяся сторона Тэхёна. Он рассказал, что в последнее время довольно часто читает книги. Книга, которую он сейчас читает, подарок от Мун Сан-хуна. Название «Я решил не неправильно понимать то, что говорю себе» сразу же привлекло внимание. Выбор книги, похоже, отражает процесс взросления и самоанализа, через который сейчас проходит Тэхён.
Атмосфера трансляции стала еще оживленнее, когда Тэхён внезапно произнес несколько быстрых, бессмысленных слов. Этот спонтанный поступок был сделан для проверки скорости мгновенного перевода во время стрима. Участники посмеялись над его игривым поведением, а AR и MUI наслаждались моментом как простым, но запоминающимся развлечением. В очередной раз Тэхён продемонстрировал свое неповторимое обаяние, сочетая артистизм, юмор и спонтанность. В том же разговоре Тэхён также выразил желание провести концерты за пределами Сеула. Это заявление сразу же вызвало энтузиазм как у участников группы, так и у фанатов. Его желание отражало его заботу об AR и MUI в разных регионах, у которых не всегда есть возможность посещать концерты в столице. Похвалы в адрес Тэхёна продолжали сыпаться, когда Чимин, Чингук и RM открыто заявили, что Тэхён исключительно хорошо выступил на альбоме. Их замечания стали явным доказательством доверия и гордости, которые участники группы испытывают к нему. В них не было преувеличения, только искренняя благодарность, которая ощущалась еще теплее, потому что была выражена перед фанатами. Для AR и MUI этот момент вызвал смешанные чувства. Была и большая радость, и нотка сентиментальности. В прошлом году день рождения Тэхёна не удалось отметить вместе, потому что он служил в армии. Отсутствие этого момента оставило у фанатов чувство пустоты. Однако в этом году все было иначе. Вид всех 7 участников, сидящих вместе, смеющихся и празднующих день рождения Тэхёна, пусть и преждевременно, доставил радость, которую трудно выразить словами. Этот прямой эфир на Уиверс стал символом эмоционального воссоединения BTS. Речь шла не только об их возвращении в качестве группы, но и о преемственности связи, которую они выстроили за многие годы. Раннее празднование дня рождения Тэхёна лишь укрепило послание о том, что BTS всегда помнят друг о друге и заботятся друг о друге, независимо от ситуации. Химия BTS ощущалась в каждом небольшом взаимодействии. От возвращения к старым историям и искренних похвал до легких шуток, вызывающих смех, все показывало, что их связь никогда не ослабевала. Тэхён, будучи в центре внимания в этом прямом эфире, предстал не просто как айдол, но как друг, младший брат и дорогой товарищ для остальных 6 участников. Для AR и MUI этот момент послужил напоминанием о том, почему BTS так особенны. Они не просто музыкальная группа, а семья, которая растет вместе, поддерживает друг друга и делится счастьем. Раннее празднование дня рождения Тэхёна стало небольшим символом той огромной любви, которая существует между ними. В конце 2025 года BTS подарили фанатам бесценный подарок – единение. В прямом эфире на Уиверс Live Тэхён и участники показали, что, несмотря на прошедшее расстояние и время, они по-прежнему сидят вместе, смеются вместе и отмечают важные моменты. И для AR и MUI это и есть истинное значение BTS. В заключение, прямой эфир на Уиверс Live 21 декабря 2025 года стал не просто местом встречи BTS и AR и MUI, но и теплым отражением давних отношений между 7 участниками. Раннее празднование дня рождения Тэхёна подчеркнуло огромную заботу и любовь, которые ему оказывают, а также подтвердило, что BTS всегда помнят друг друга, даже в самых маленьких, но самых значимых деталях. Смехом, старыми историями, искренней благодарностью и общими молитвами BTS в очередной раз доказали, что их сила заключается не только в музыке, но и в их незаменимой химии и эмоциональной связи. Для AR и MUI этот момент стал источником утешения и счастья, особенно после того, как в прошлом году они не смогли вместе отпраздновать день рождения Тэхёна. Конец 2025 года был окутан теплом и эмоциями, когда BTS снова собрались вместе, отпраздновали день рождения Тэхёна и напомнили всем, что единство всегда было в основе их пути.